Приветствую всех на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. В сегодняшнем видео будем шить лоскутное одеяло из Crazy блоков. Я подготовила блоки к дальнейшей работе. Я сшила 24 блока. Шились они в разное время. В предыдущем видео я говорила, что они размером 29 на 29, но несколько блоков оказались меньшего размера, и я их вырезала размером 27 на 27. Такого же размера вырезала детали из ватина. Из того, что имелось, это тонкий ватин, это будет один слой. Следующий слой у меня утеплитель из трикотажного полотна, и он шерстяной. Я проверила его на состав. И нижним слоем у меня будет из однотонной штапельной ткани. Получится вот такой сэндвич. А нижние детали у меня будут двух цветов. 12 квадратов темно-синего цвета и 12 квадратов розового цвета. В каждом таком сэндвиче соединяю все слои, обшив центральный элемент по линиям шва, то есть в раскол шва. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Концы ниток я прячу. Таким образом я беру иголку с широким ушком, вдеваю концы ниток и протаскиваю вглубь слоев. Можно сделать закрепку на машинке, но знаю, что не все это любят. А можно в конце прошить еще раз по проложенной строчке сантиметра 2. И это быстро и незаметно. У каждой опытной мастерицы свои приемы, но есть начинающие, и эти варианты для них. Для того, чтобы соединить блоки между собой, я вырезала полоски ткани вот такие с рисунком 3,5 сантиметра и однотонные 6 сантиметров. И эту полоску я сложила вдвое и заутюжила. Соединять буду таким способом. Лицевой стороной наверх я кладу вот эту полоску. Нижнюю сторону лицом к лицу получается блок. Накладываю на эту полоску сверху наша двойная полоска. И дальше прокладываю строчку. Таким образом соединяю две полоски с блоком. Я пристрочила второй блок. Так это выглядит с нижней стороны. И теперь двойную полоску я буду настрачивать сверху. Так выглядят соединенные блоки. И таких блоков я буду соединять в полоски по 4 штуки. Полосы, состоящие из 4 блоков, они у меня поперечные. Я разложила на полу, и таких полос у меня 6. И соединять я их буду между собой точно так же, как и блоки. Ну вот, готово центральное полотно. Размер его 110 на 160, а мне надо 140 на 190. То есть вдоль и поперек мне надо добавить по 30 сантиметров. Это с каждой стороны по 15 сантиметров. Ну, такой ширины будет кайма. К нижней стороне одеяла я приметала полоску ткани. Ширина полосы 22 сантиметра. Изделие большое, поэтому здесь лучше обойтись без булавок. Пришивать кайму я начала с одной из боковых сторон, а с лицевой стороны я пришью вот такую темно-синюю полоску. И тут можно обойтись без наметки, можно сколоть, но я, скорее всего, и этого делать не буду. Пришивать буду одной строчкой, тем самым соединив две полоски ткани с основной заготовкой. Дальше на широкую полосу накладываем слой ватина шириной 14 сантиметров и внутренний край приметываем вот к этому шву. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации там у нас ничего не сбивалось. Дальше отворачиваем узкую полоску
И все 3 слоя сметываем. После того, как оформили кайму с боковых сторон, точно так же пришиваем, вот я уже приметала широкую полосу с нижней стороны. А синюю полосу пришиваем, совместив вот с этой полосой. Затем соединяем машинной строчкой. И после того, как пришьем на машинке, мы сюда наложим полоску из ватина, совмещая край с предыдущей полосой из ватина. И край ватина точно так же приметаем к припуску, как и в предыдущем варианте. Продолжаем оформлять кайму. Кто-то называет это бордюром. Следующая полоска из розовой ткани. Мне хотелось сделать синюю полоску поуже. Это бы выглядело интереснее. Но у меня оказалось маловато розовой ткани, поэтому, исходя из того, что имеется, полоски получились почти одинаковой ширины. Ну, надеюсь, это сильно не повлияет на общее восприятие. Эту полоску я накладываю на синюю и пристрачиваю. Наша работа по изготовлению лоскутного одеяла подходит к завершению. И заключительное действие. Подгибаем нижнюю ткань на лицевую сторону одеяла, скалываем и подшиваем потайными стежками вручную. При подшивании окантовки потайными стежками я прихватывала коротенькими защипами нижнюю ткань, делая как бы одновременно стежку, закрепляя подкладку и утеплитель, то есть ватин. И вот так это выглядит. Девочки, почему я в названии видео написала, что одеяло так не шьют? Зашла ко мне соседка, но не из ближних. Увидела мою работу. Работа была в самой, как говорится, в середине еще. И так безапелляционно заявила, что одеяло так не шьют. Короче, ватные по старинке это вот для нее. Я не стала с ней спорить. Ну, не шьют и не шьют. А я так шью. Не обошлось, конечно, без косяков. Но как же без них? Ведь это ручная работа. Мы не автоматы. И потом, такие они небольшие, эти косячки. И в глаза не бросаются. Ну и вот одеяло во всей красе. По-моему, получилось неплохо. Главное, что оно экологичное. Я не люблю синтепон. Хотела оставить его себе, но дочь положила на него глаз сразу, еще до окончания работы. Так что придется пошить еще какое-то одеяло. И вот такое одеяло с нижней стороны, по-моему, тоже хорошо смотрится. Мне нравится, а как вам? Работала над ним дней 6, разумеется, отвлекаясь на другие дела. И я довольна, что сюда ушли ненужные вещи, много мелких обрезков и небольших отрезов. Если вам понравилось, поделитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Надеюсь на скорую встречу с вами. До свидания.